Всем привет! Сегодняшний ролик понравится всем любителям суши. Сегодня приготовим необычные суши-бургеры. Как и для обычных суши, нужно взять 1,5 стакана риса, очень хорошо промыть и отправляем его в кастрюлю. Затем вот этот весь рис заливаем в 2 раза больше воды, то бишь на 1,5 стакана даем 3 стакана воды. Дальше кастрюлю с рисом закрываем крышкой, отправляем на плиту, доводим до кипения и после того, как рис закипит, огонь включаем на самый минимум и варим 15 минут. Пока будет отвариваться рис, нам нужно сделать заправку к рису. В стакан наливаем 35 грамм яблочного уксуса. Если нету яблочного, можно взять обыкновенный 9% столовый, но его нужно будет развести напополам с водой. К уксусу нужно добавить 2/3 чайной ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Затем вот это все нужно размешать до тех пор, пока соль и сахар полностью растворится. Смотрите, когда будете размешивать, жидкость сначала у вас будет мутная, а когда все растворится, жидкость у вас станет прозрачной. Через 15 минут, как закипит рис, мы его снимаем с плиты. Смотрите, сразу же снимаем крышку и накрываем рис вот так вот полотенцем. Затем обратно накрываем крышкой. Оставляем в таком положении еще на 5 минут. Всю лишнюю влагу полотенце впитает в себя. Ну и вот посмотрите, какой прекрасный рис у нас получился. Кстати, я забыл сказать, что рис должен быть круглым. Затем уже готовый рис нам нужно переложить в отдельную глубокую тарелку. Далее берем заправку, которую мы готовили. Посмотрите, она стала полностью вся прозрачная. И полностью все, что есть в стакане, отправляем в тарелку с рисом. Очень хорошо перемешиваем рис, чтобы заправка равномерно распределилась по всему рису. Рис становится вот таким вот классным, очень ароматным и очень-очень вкусным. Рис убираем на чуть-чуть в сторонку, а сами подготовим остальные продукты. 2 огурца. Их нужно будет очистить от кожуры, потому что кожура иногда попадается очень горькая. И уже очищенные огурцы нужно будет постараться нарезать на небольшие кубики. Затем берем небольшой кусок красной рыбы, у меня здесь 200 грамм, и ее нужно будет тоже нарезать на небольшие кубики, примерно таких же размеров, как вы нарезали огурцы. Ну что ж, сейчас самое основное. Нам нужно будет собрать наши суши-бургеры. Итак, берем листья нори. Покупается в любом супермаркете, по крайней мере у нас продается. Берем вот такую вот круглую форму. Диаметр у нее 9 сантиметров, высота 3. Можно брать плюс-минус что-то подобное. Берем небольшое количество риса, укладываем на дно формы, хорошо рис выравниваем и, так сказать, ложкой немножко утрамбовываем. Толщина риса должна быть примерно 1 сантиметр. Наверх на рис отправляем нарезанные огурцы кубиками, таким образом, чтобы полностью весь рис был закрыт огурцами. Тоже ложкой их выравниваем и немножко утрамбовываем. На огурцы отправляем крем-сыр. Сколько его добавлять, решать только вам, но я вам скажу, чем больше сыра, тем вкуснее в итоге все получится. Берем ложку, смачиваем ее водой и тоже хорошо выравниваем сыр. Ну а наверх на сыр отправляем нарезанную красную рыбу кубиками. Ну и на последний слой наверх на рыбу нужно будет отправить еще раз рис. Его тоже должно быть толщиной примерно 1 сантиметр. Хорошо ложкой его утрамбовываем, выравниваем. Чтобы рис меньше прилипал к ложке, ложку нужно будет смочить в холодной воде. Ну а дальше все просто. Ложкой по чуть-чуть прижимаем все, что есть внутри формы. Стараемся прижимать по краях и форму саму тянем аккуратно вверх. Делайте все не спеша, чтобы все, что есть внутри формы, у вас не поразваливалось. Чтобы у вас получился красивый, круглой формы вот такой вот небольшой столбик. Затем берем кисточку с водой и лист нори нужно будет хорошо, обильно смазать водой. Это для того, чтобы нам было легче все свернуть, чтобы сам лист не порвался, не разлопался. Ну а затем нам остается всего лишь красиво свернуть лист, чтобы получилось как можно меньше складок. Смотрите, когда лист будет мокрым, его будет очень легко и красиво сворачивать. Подгибайте уголки, делайте так, чтобы все получилось красиво по кругу формы. Красиво заворачивайте. Сразу же вам скажу, один лист нори на один бургер будет мало, поэтому мы сейчас будем использовать второй лист. Берем, аккуратно поднимаем, укладываем второй лист. Точно так же шершавой стороной он должен быть кверху. Ну а бургер будущий укладываем складкой вниз. Точно так же начинаем размачивать лист кисточкой и точно так же все аккуратно сворачиваем. После того, как вы свернете вот таким вот образом второй лист на будущем суши-бургере, вам покажется, что все получилось неаккуратно. Но это не так. Пока вы приготовите второй вот такой же суши-бургер, на первом листья нори как будто бы сами примут правильную форму, и вам останется всего лишь немножко руками поправить и утрамбовать, сделать красиво.
Ну и вот такое количество у меня получилось из той порции, что я приготовил. Ну и вот посмотрите, это самый первый, который мы делали. Когда мы его делали, листья еще плохо были пропитаны влагой, и они плохо держали форму. А когда они уже хорошо пропитались, даже от самого риса, смотрите, как они красиво начинают принимать форму. И все получается просто шикарно, великолепно, и действительно все похоже на черные бургеры. Ну и вот наступает момент. Берем нож, разрезаем один бургер и смотрим, каким он получился у нас внутри. Одно такое маленькое замечание у меня для самого себя. Рису нужно сделать намного меньше, а начинки намного больше. И будет просто бомбезные суши-бургеры. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравился такой вариант приготовления суши, обязательно поделитесь роликом с друзьями, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Ну а если у вас есть идеи для приготовления необычных суши, оставляйте в комментариях, что-то придумаем. Всем пока, всем до скорых встреч!